Добро пожаловать на мой канал, мои замечательные пассажиры. За рулем металлоколесах. Начну со слов благодарности всем тем, кто смотрит мои видео и поддерживает меня лайком. Спасибо вам. А мы идем дальше в автомобильный мир и посмотрим на новый Cadillac Escalade. Все пристегнулись? Газ в пол, поехали! Легендарный внедорожник Cadillac Escalade – это не просто внедорожник, один из ярких примеров американской автомобильной промышленности, на который равняются многие производители. Впервые Escalade был представлен в 1999 году и на сегодня насчитывает 5 поколений. Официальная премьера новинки состоялась в Лос-Анджелесе, тем самым представив свою сущность поклонникам модели. Всего на выбор покупателям предложат 5 основных комплектаций. Лакшери, премиум лакшери, спорт, премиум лакшери платинум, спорт платинум, которые между собой отличаются в основном технической начинкой и функционалом, а по внешнему виду практически одинаковы. Каждая из перечисленных комплектаций нового Escalade доступна в стандартной или удлиненной версии. На выбор покупателя предлагаются разнообразные оттенки кузова, дополнительные хромированные детали. Стартовая цена пятого поколения Cadillac Escalade обойдется от 7 миллионов 777 тысяч 777 рублей в базовой комплектации. Экстерьер нового Escalade получился своеобразным. Изначально предполагалось, что автомобиль будет полностью новым, с какой стороны на него не посмотреть. На деле основные изменения пришлись на переднюю и заднюю часть. Боковая часть по-прежнему осталась узнаваемой. Производителю удалось сохранить всем полюбившийся дизайн предыдущей генерации, при этом добавив современные оттенки. Передняя часть действительно получила серьезные изменения. Большая открытая решетка радиатора с классическим щитом по центру и V-образной окантовкой снизу. Новая оптика, которую расположили горизонтально. Базовая комплектация получит светодиодную оптику, а вот топовые версии укомплектуют лазерными фарами с полным функциональным набором. Агрессивности новинки придают тонкие вертикальные ходовые огни, они же противотуманки, а также дополнительная решетка радиатора в нижней части бампера. Из дополнительных деталей передней части стоит также отметить массивный бампер и капот. Последний выглядит не менее устрашающе благодаря изгибам и выштамповкам по сторонам. Теперь рассмотрим боковую часть. Дизайнеры минимально изменили ее, добавив лишь самые необходимые детали. Одна из таких доработанных деталей – боковые зеркала. В отличие от предыдущего поколения, в пятом Escalade их расположили на дверной панели, тем самым модернизировав общий вид. С функционалом можно отметить LED-повторители поворотов, электропривод регулировки, автоматическое складывание и память, а также будет подогрев зеркал. С других доработанных деталей можно отметить строгие линии, которые тянутся спереди назад, хромированная накладка внизу дверей и выделенные арки колес. Кстати, что касается дисков, то начиная с базовой комплектации Cadillac Escalade устанавливается на 22-дюймовых легкосплавных дисках с новым дизайном. Немного меньше изменений пришлось на заднюю часть. Больше всего выделяются вертикальные светодиодные стопы, расположенные вдоль задних стоек. Крышка багажника также внушительных размеров, но с минимальным количеством декоративных деталей. Максимум – это спойлер сверху. Горизонтальная хромированная линия, эмблема, шилдики и выемка под номерные знаки. В случае необходимости можно открыть только стекло багажника или же всю дверь целиком. Завершает заднюю часть обновленный бампер. Массивный размер, строгие линии и ничего лишнего. Глянцевая черная окантовка в нижней части добавляет особый шарм дизайну. Еще одна деталь, которая выделяется не меньше остальных – пара наконечников выхлопной системы. Напоследок рассмотрим крышу. В зависимости от комплектации, крыша внедорожника может быть сплошной, с люком или панорамой. Также стандартно на крыше установлены рейлинги для крепежа дополнительного багажника, а самым нестандартным моментом оказалась антенна в виде акульего плавника, которая вместо классического расположения по центру крыши на задней части установлена спереди с водительской стороны. Что ж, экстерьер нового Cadillac Escalade пятого поколения получился стильным, современным и немного агрессивным. Теперь же рассмотрим интерьер в деталях и по порядку. Передняя панель пятого Escalade получил 3 раздельных экрана, при этом все они выполнены на основе OLED-технологии. Для цифровой панели приборов отвели 14,2-дюймовый дисплей,
Слева от приборки расположили дисплей на 7,2 дюйма, который отвечает за характеристики автомобиля в момент передвижения. Больше всего досталось мультимедийной системе, где использовали экран на 16,9 дюймов, растянутый по горизонтали. Благодаря OLED-технологии пиксели удвоены, соответственно, качество изображения дисплеев намного лучше. Еще одно дополнение к мультимедийной системе – аудиосистема. Она не только стала современной, но и удивит любителей музыки. В базовой комплектации производитель устанавливает 19 динамиков. Если этого мало, то за отдельную доплату можно установить 36 динамиков и 3 усилителя, рассчитанных на 28 каналов. Помимо основного назначения, аудиосистема распознает помехи и выводит звук в те динамики, со стороны которых находится помеха. Мультимедийная система получила поддержку Apple CarPlay и Android Auto, синхронизацию с гаджетами, возможность дистанционного управления, а также контроль систем безопасности и состояния автомобиля. Сама же передняя панель выполнена в 3 уровня. Верхняя часть обшита кожей с качественной прострочкой под цвет интерьера. Немного ниже добавлен выступ, который украсили вставками из натурального дерева, карбона или полированного алюминия. Еще ниже добавлен небольшой выступ, обтянутый кожей, на котором расположили кнопку старт-стоп двигателя, панель управления климат-контролем, а также 3 воздуховода. Весьма широким получился центральный тоннель между передними сиденьями. Ближе к водителю расположились электротрансмиссии, шайба управления системами автомобиля и кнопку аварийной стоянки. Со стороны переднего пассажира за скрытой панелью расположили пару подстаканников с функцией подогрева и охлаждения, всевозможного вида зарядки и другие дополнительные детали. Не менее удобным получился центральный подлокотник с вместительными отсеками и возможной компоновкой по желанию покупателя. Независимо от комплектации или базы, внедорожник рассчитан на 3 ряда посадочных мест. Второй ряд сидений может быть сплошным или же раздельным, аналогично передним сиденьям. Все зависит от пожеланий покупателя. Функциональная часть сидений самая современная. Память, подогрев, всевозможные регулировки и функция обдува. В топовых комплектациях за отдельную доплату предложат функцию массажа. Удобнее всего третий ряд будет в комплектации с длинной базой. Помимо полноценного третьего ряда сидений, пассажиры получат достаточно места, так как сиденье попросту можно отодвинуть назад. На обшивке интерьера производитель не стал экономить. Помимо натуральных вставок, салон будет доступен с кожаной или тканевой обшивкой сидений. А по желанию покупателя можно выбрать оттенок прострочки, дополнительные элементы украшения, гравировка, вышивка на спинках сидений и так далее. Напоследок рассмотрим водительское место. На выбор водителя предлагают несколько готовых вариантов расположения приборов на панели, или же их можно настроить по своему желанию. Неизменным получилось рулевое колесо. Дизайнеры его попросту скопировали с других моделей компании. Сам же руль получился массивным. Боковые спицы отвели под функциональные кнопки, а нижнюю часть украсили V-образной хромированной вставкой. При желании руль можно отрегулировать по высоте и глубине, а также ввести в память настройки. За рулем расположили лепестки переключения передач. В отличие от предыдущей генерации, основные кнопки управления теперь находятся слева от руля. Здесь же кнопка электромеханического ручника, автоматической парковки, быстрого доступа к камерам по периметру и пара программируемых кнопок. За дополнительную плату производитель предлагает множество аксессуаров и дополнений. Cadillac Escalade по-прежнему остался рамным внедорожником. Задняя подвеска независимая, что добавило комфорт в управлении и для пассажиров. На выбор покупателя предлагают стандартную подвеску с пассивными амортизаторами или пневматическую подвеску с возможностью регулировать клиренс. Разнообразие пришлось и на силовые установки. Бензиновый двигатель с объемом 6,2 литра и мощностью 416 лошадиных сил, а также новинка получит турбированный дизельный агрегат с объемом 3 литра и мощностью 277. Тот отлично распознает направление, перестраивается с полосы в полосу или просит вмешаться водителя в управление автомобилем. Также с приятного можно отметить трехзонный климат-контроль, современную мультимедийную систему и дополнительные дисплеи на подголовниках передних сидений. Среди средств связи Wi-Fi точка доступа, мобильная связь 4G LTE и доработанная система GPS с более точными координатами. Появление нового поколения Cadillac Escalade не было спонтанным. Тем не менее, технологии, воплощенные в новый внедорожник, зададут ритм последующим моделям компании. А на этом все, мои дорогие пассажиры. Чтобы не пропустить следующее видео, не забудьте подписаться на канал и прожать колокольчик.
Ставим лайк этому видео, и я буду стараться делать больше контента. За рулем был Металл на колесах. До новых встреч!